Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусной паски. Это рецепт известной украинской кулинарки Дарьи Цвек. Такая паска получится у каждого и точно вам понравится. Сначала готовлю опару. В миску кладу 60 грамм прессованных дрожжей. Если у вас быстродействующие сухие дрожжи, то возьмите 20 грамм. Дрожжи я замораживаю, чтобы продлить их срок хранения. Они разморозились не полностью. В миске 300 грамм сахара. Из общей массы 2 столовые ложки добавляю в дрожжи. И лопаткой слегка перетираю дрожжи с сахаром, чтобы они быстрее проснулись. В оригинальном рецепте используется 100 грамм дрожжей на 1 килограмм муки. Я решила, что этого количества слишком много. Теперь добавляю 400 мл теплого молока. Температура молока примерно 38 градусов. Перемешиваю, чтобы дрожжи растворились. В этой миске 1 кг просеянной пшеничной муки высшего сорта. Из общей массы 3 столовые ложки с горкой добавляю в опару и перемешиваю до однородности. Лопатку заменила на венчик, так перемешивать удобнее. Накрываю миску пищевой пленкой и отправляю примерно на 15-20 минут в теплое место. У меня это духовка с включенной лампочкой, чтобы дрожжи проснулись и начали работать. Тесто буду замешивать в планетарном миксере. В дежу миксера отправляю 10 желтков комнатной температуры. У меня яйца категории СО. Добавляю оставшийся сахар, пол чайной ложки соли и при помощи насадки венчик перемешиваю до посветления 1 минуту. К яйцам добавляю подошедшую опару и 30 секунд перемешиваю до однородности. Добавляю сразу всю оставшуюся муку. Насадку заменила на крюк и перемешиваю на минимальной скорости миксера 10 минут. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Тесто снимаю с крюка и очищаю стенки миски. По вкусу добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили, цедру 1 лимона и 200 грамм изюма. Изюм я предварительно залила горячей водой, помыла, просушила бумажным полотенцем и смешала с мукой, чтобы изюм равномерно распределился в тесте. Перемешиваю 5 минут на минимальной скорости миксера. Экстракт ванили можно заменить на ванильный сахар или ванилин. Снова очистила крюк и стенки миски. Добавляю 200 грамм растопленного сливочного масла. Жирность масла 82%. Масло у меня теплое, но не горячее. Тесто замешиваю на минимальной скорости миксера 5 минут, чтобы масло не брызгало. Потом увеличиваю скорость миксера до 1 и замешиваю тесто еще 15 минут. Масло в тесто нужно добавлять в конце замеса. Тесто снимаю с крюка и убираю крюк. Расстойку теста буду выполнять в миксере. Мой миксер позволяет это делать. Перед расстойкой держу миксера и теста смазываю подсолнечным маслом. Время расстойки установила 1 час. Прошло чуть более 30 минут. Тесто подошло, поэтому я прервала расстойку. Делаю обминку теста. Руки перед этим смазала подсолнечным маслом. И снова включила программу расстойки на 40 минут. Тесто отлично поднялось. Коврик для теста смазала подсолнечным маслом. Выкладываю тесто на коврик и обминаю его,
чтобы выпустить лишний углекислый газ. Вот такое тесто у меня получилось. Вес теста 2 килограмма 300 грамм. Взяла 326 грамм теста, обминаю его и подкатываю в шарик. Изюм убираю вовнутрь, чтобы он не подгорел при выпечке и не испортил внешний вид кулича. Бумажные формы для пасок я подготовила заранее. Слегка смазала их подсолнечным маслом. Эта форма диаметром 11 сантиметров. Форма должна быть заполнена тестом примерно на 1/3. Кладу в нее тесто. Формы диаметром 8,5 сантиметров кладу примерно по 220 грамм теста. Я заполнила тестом 3 формы диаметром 11 сантиметров и 6 форм диаметром 8,5 сантиметров. Противень с формами отправляю на расстойку в духовку с включенной лампочкой, примерно на 1 час. Затем, не вынимая формы из духовки, буду выпекать при температуре 160-170 градусов в режиме вверх-вниз. Паски в формах диаметром 11 сантиметров буду выпекать примерно 40 минут, а в формах диаметром 8,5 сантиметров 30 минут. Время выпечки зависит от размера куличей и особенностей вашей духовки. Пока пекутся мои куличи и паски, готовлю глазурь. Взбиваю 76 грамм яичного белка. Это примерно белок от 2 яиц. Белок взбиваю до мягких пиков. В процессе взбивания добавляю 1 чайную ложку лимонного сока. Параллельно со взбиванием белка готовлю сироп. В сотейник отправляю 170 грамм сахара и 45 грамм воды. Перемешиваю и на медленном огне готовлю, пока сахар не растворится и сироп не достигнет температуры 120 градусов. Если у вас нет термометра, то готовность сиропа можно проверить, капнув немного сиропа в холодную воду. Если капелька соберется в шарик, значит сироп готов. Не прекращая взбивания белка, снижаю скорость миксера до минимальной и тонкой струйкой добавляю горячий сироп. Так белки завариваются. После того, как весь сироп добавлен, скорость миксера увеличиваю и взбиваю до стойких пиков, примерно 5 минут. Если у вас не получается параллельно взбивать белки и варить сироп, то сначала взбейте белки, а потом сварите сироп, так как готовый сироп при остывании быстро кристаллизируется. Вот такая меренга у меня получилась. Глазурь наношу на горячие паски. В миску с меренгой опускаю кулич. И потом лопаткой распределяю равномерно по шапочке. Слой глазури делаю достаточно толстым. Пока глазурь не застыла, украшаю шапочки куличей готовыми сахарными фигурками и кондитерской посыпкой. Вот такие пасочки у меня получились. Дам глазури немного застыть. Сейчас вечер, поэтому завтра покажу вам кулич в разрезе. Паски по рецепту Дарьи Цвек получаются вкусными. Тесто нежное, рыхлое и влажное. Бумагу с куличей, конечно, лучше не снимать. Так они дольше не черствеют и остаются мягкими. Глазурь по вкусу чем-то похожа на зефир. Так как у меня слой глазури достаточно толстый, она утром еще липнет. Чтобы полностью застыть при комнатной температуре, такому слою глазури понадобится примерно 2 дня. Несмотря на это неудобство, мне ее вкус очень нравится. А так как я готовлю куличи в пятницу, к воскресенью глазурь успевает полностью застыть. Вот так выглядит кулич в разрезе. Тесто волокнистое, влажное
и очень нежная на вкус. Рекомендую вам приготовить такую паску на желтках. Готовится она просто, а ее вкус вам точно понравится. Глазурь, конечно же, можете использовать любую, по вашему вкусу. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!